Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала, те, кто просто заглянул сюда на огонек. Сегодня я хочу показать, как украсить торт всего лишь двумя насадками. Тортик у меня в диаметре 28 сантиметров. Внутри у меня крем-чиз, апельсиновый курт и проваренная клубника. Тортик очень вкусный. По весу готовый торт получился 4 килограмма 100 грамм. Выравниваю торт я белково-заварным кремом. Рецепт крема я оставлю в описании под видео и подсказочку. Процесс выравнивания торта я решила заснять и в этот раз, так как некоторые подписчики задают мне вопросы, такие как выровнять торт. Как видно на видео, я периодически торт сбрызгиваю водой, выравниваю палетами. Также использую подручные материалы. Это пластиковая карточка, и есть у меня из канцелярской папки сделан вот такой вот шпатель. Также в выравнивании боковой части торта я использую зубчатый шпатель. Вверх заглаживаю палетой, чтобы убрать излишки крема, и опять прохожусь зубчатым шпателем. Сегодня мне хотелось сделать необычный декор из кокосовой стружки. Предварительно мне ее нужно окрасить. Я беру фиалковый водорастворимый краситель Топ Декор и вот так вот с помощью перчатки руками начинаю перетирать. Поскольку цвет получается не интенсивный, я просто добавляю немного воды. И как бы краситель втираю в саму стружку. Цвет получается яркий, насыщенный, интенсивный. В такой же цвет я окрашиваю часть крема. И теперь с помощью кондитерского мешка наношу крем на боковую часть торта. Выравниваю пластиковой карточкой, можно взять шпатель или палету. Докладываю крем туда, где не хватило. И теперь с помощью мастихина наношу кокосовую стружку на окрашенную часть торта. Используйте любые подручные инструменты, какие у вас есть. Излишки стружки хорошо убираются. Сейчас из кондитерского мешка я делаю основу для цветов. Вот таким вот образом будут располагаться цветы на торте, напоминающие форму сердца. Дальше я беру капельку красителя, цвет называется песчаный от Топ Декор, и окрашиваю крем в такой нежно-нежно-бежевый цвет. Дальше я беру насадку 127D, на выходе на 3,8 сантиметров. Насадка это для розы. Делаю основу. И вот таким вот несложным движением руки обычный крем превращается в розу. Чем больше на выходе сантиметров у вас насадка, тем более объемная получается роза. Переношу с помощью больших ножниц
цветок на торт, устанавливаем. И теперь я хочу вот в этой части и в этой части добавить еще по одному цветку. Также еще на переднюю часть торта я добавлю 2 розы. И в общей сложности на торте будет 5 роз. Эти розы я делаю не очень объемными. Такие молодые бутоны. Дальше я беру фиалковый краситель фирмы Топ Декор и окрашиваю белково-заварной крем в такой вот нежно-фиалковый цвет. Этим же цветом у меня окрашена боковина торта. Дальше я беру насадку роза. На выходе она 1,5 сантиметра. Насадка не имеет номера. Делаю вот такие вот несложные маленькие цветочки. Эти цветочки я переношу на кремовую основу, которую мы заранее подготовили. И таких цветочков я сделаю очень много. Также центр цветка можно припылить китайским порошковым красителем цвет фиолетовый. И теперь все пространство между розами я заполню такими цветочками. Припылю цветочком серединки. Беру оставшийся фиалковый крем, добавляю в него немного зеленого красителя. Чтобы цвет получился более глубокий и темный, добавлю еще капельку коричневого. Дальше беру обычный кондитерский мешок, делаю 2 надреза на его кончике, заполняю мешок кремом и отсаживаю вот такие вот незатейливые листочки розочком. Дальше я беру вот такую вот кондитерскую посыпку и каждому цветочку сделаю серединку из бусинки. Добавлю на тортик циферки. Цифра у меня 20. Тортик у меня для молодой девушки.
Я думаю, имениннице понравится такой торт. А вы как считаете? Вот такая вот красота и нежность у меня получилась. Всего лишь 2 насадками. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Но я желаю вам всего доброго. До скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока.